Доброго всем утра. Время сейчас 4 утра. И я немножко поспала для того, чтобы переждать время, когда мои безумные соседи угомонятся. Они так орали, где-то, наверное, до 2 часов. Я в таком полудреме находилась, потому что реально стрёмно, когда ты живешь в таком странном доме, где здесь вроде как и нормальные люди есть, и есть те, которые курят траву, орут до утра. В общем, это было очень стрёмно. И самое интересное, что здесь на двери даже нет никакого, знаете, такого шпингалета замка, чтобы можно было запереться. Здесь есть обычный замок, который можно, мне кажется, отмычкой открыть. Я немножко боялась действительно так-то расслабиться и уснуть. Хрен его знает, что у людей здесь на уме. Еще пришлось надеть свитер, потому что сейчас на улице что-то вообще 2 градуса и собирается идти снег. Как бы да, его обещали в воскресенье, он пришел сегодня. Ну ладно. Опустим этот момент глобального потепления. В общем, мне уже скоро надо ехать на работу, и я решила... В общем, скоро мне уже на работу надо ехать, поэтому я хотела вам записать последнее видео, которое вообще планировала сегодня записать, про то, что меня больше всего бесит в американцах. Вот спустя 6 лет, особенно это стало видимым за последние полгода, когда я сейчас очень тесно с ними общаюсь, и я могу рассказать вам об этой черте, которая меня реально очень сильно сейчас раздражает. Пишите в комментариях, что вы думаете меня раздражает сильнее всего в американцах, потому что мне интересно, вы угадаете или нет. Итак, вы могли подумать, например, о fake smile, например. Нет, это не фейковая улыбка. Фейковая улыбка мне нравится, потому что я не хочу быть посланной нахуй просто так, потому что у кассирши сегодня плохое настроение. Ну, скорее всего, вы не угадаете, потому что это реально такая внезапная вещь. Больше всего в американцах меня бесит то, что они очень много чувств держат в себе. Их honest opinion, их честное мнение о чем-то, их честное отношение к чему-то. Если ты с ними разговариваешь, даже, предположим, в компании, да, вы разговариваете с американцем, спрашиваете его мнение о чем-то, да, и он может сказать: да, окей, я хорошо к этому отношусь, да, все здорово, все супер, замечательно. Он как бы скажет вроде как свое мнение, но вы видите по его глазам, что что-то тут, короче, не так. И, возможно, потом даже, когда вы останетесь наедине, ты будешь переспрашивать американца: ты действительно так думаешь? Он будет так мяться, типа, вроде как да, но ты все равно чувствуешь, что он хочет тебе что-то сказать, но он не может, в связи с тем, что, не знаю, у него какое-то воспитание, не знаю, хорошее, либо потому что он воспитан так, что нужно поддерживать всех, в зависимости от того, нравится тебе или нет. Но в конечном итоге, когда ты уже 2-3 раз вот так задалбливаешь его этим вопросом, американца прорывает. И оказывается, что его честное мнение, оно прямо противоположно тому мнению, которое он тебе говорил до этого там несколько дней. Он тебе начинает рассказывать действительно свое честное мнение, открывать тебе свою душу. Вот я раньше не ожидала, что американцы могут быть настолько искренние, настолько честно тебе что-то говорить, и без какой-то там драмы, то есть прямо как русские люди. Я была очень удивлена на самом деле этому, то есть тебе открывают сердце, тебе рассказывают все вообще, что они думают по данному поводу. И это настолько по-русски на самом деле, что они вот так вот тебе честно все говорят, открывают душу, откровенно разговаривают. Но они делают это только спустя несколько дней, как ты вот так вот задалбливаешь их, ты видишь, что они, по их глазам ты видишь, что они что-то хотят тебе сказать, ты вытягиваешь из них клещами просто вот это вот их честное мнение, и потом они тебе все-таки все рассказывают. И когда ты спрашиваешь человека: а почему ты мне раньше это не сказал? Я же тебя там спрашивала, я видела, что ты хочешь мне это сказать, но почему ты мне это не говорил? И, как правило, американцы говорят что-то вроде: ты знаешь, мне как бы просто,
мне было неудобно сказать, или я был не до конца уверен, что действительно это мнение, ну, правильно. Я не знаю, может быть, это связано с тем, что в Америке очень сейчас высокая толерантность ко всему, то есть, может, они боятся обидеть тебя, боятся, ну, нажить каких-то проблем в связи с тем, что у них есть свое мнение. Это все, конечно, объяснимо, но это жутко бесит, что ты не можешь от человека получить вот этот фидбэк, честный фидбэк, и поговорить с ним о том, действительно, что его тревожит в данной ситуации, и узнать его честное мнение на все. Как мне кажется, если ты чувствуешь, что что-то не так в ситуации данной, ты расскажи об этом человеку, а ты не держи это в себе. Не думай, обидишь ты меня или нет этим. Просто мне скажи, действительно, что тебя тревожит и почему ты так думаешь. Ну и как показывает практика, если ты очень долго в себе держишь какую-то такую вот бяку, вот это вот, знаете, недовольство, негодование, то ты хуже делаешь только себе. Ты портишь свое здоровье, ты портишь свою красоту, ты треплешь себе нервы, и в конечном итоге это все может привести к нервному срыву. И, возможно, именно поэтому у американцев очень популярны антидепрессанты, потому что они очень много в себе вот это копят, не высказывают это, держат это в себе, и навряд ли в их окружении есть такие люди, которые крещами вытягивают из них правду и дают им высказаться. Скорее всего, там такие же в их окружении находятся люди, которые любят промолчать, что-то в себе это подержать, но в конечном итоге это выливается в огромные психологические проблемы. И я считаю, что так делать не надо, нужно просто честно обо всем говорить, не боясь задеть чьи-то чувства, но, естественно, там без какого-то там мата, без каких-то там, не знаю, подробностей, если вы к чему-то относитесь негативно, но просто высказать свою точку зрения, я считаю, что может каждый, и ничего там такого плохого нет. Если вы делаете это адекватно, если вы делаете это, например, тет-а-тет с человеком, если вас что-то не устраивает человек, не нужно да, там за глаза о нем что-то плохо говорить, вы с ним встретитесь, вы скажите ему свое мнение, если он вас об этом еще там уже спрашивает, да, но не держите это в себе. Плиз, говорите мне это, говорите. Я просто с ума схожу, если вижу, что человек нечестно отвечает мне на мои вопросы и говорит мне свое какое-то стандартное окей мнение, хотя на самом деле он думает совершенно другое. Я хочу это знать, потому что мне интересно вот искреннее отношение человека, а не какие-то, знаете, ответы. Отписался, такая отписка, вот у меня ответил так, лишь бы только ответить, и все. Поэтому, в общем, вот такое вот небольшое видео у меня получилось. Не знаю вообще, был ли смысл его записывать, может даже монтировать его не буду, но если будет совсем нечего выкладывать на канал, то, конечно, монтирую. Напишите вы в комментариях, сталкивались ли вы с такой проблемой, которую я только что описала. И увидимся с вами в следующем видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и бейте в колокол. Всех вас целую и хорошего вам дня и настроения отличного. Всем пока-пока.